Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю вкуснейший торт со вкусом знаменитого на весь мир мороженого неаполитано. То есть мороженое, которое состоит всегда из трех вкусов – шоколадного, клубничного и ванильного. Торт этот, несмотря на всю свою красоту в разрезе, сложность такую достаточно в разрезе, как бы кажется, готовится очень просто и быстро. Готовить я его буду без желатина, с нежнейшим шифоновым бисквитом. Бисквит готовится очень быстро, ему не требуется долгого отдыха в холодильнике. Итак, сначала приготовим бисквит. Для бисквита я разделяю 6 яиц среднего размера на желтки и белки. Пока что 6 желтков я буквально на пару минут отставлю в сторону и буду взбивать 6 белков. Добавляю туда щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара. Также я туда добавляю от общего количества сахара 180 грамм примерно половину в белки. Взбиваю около минуты и добавляю туда 30 грамм кукурузного крахмала. И взбиваю около 3 минут всю эту массу. Масса не должна быть взбита в губку, то есть пики у белков должны подрагивать. Для шифонового бисквита это очень важно, чтобы бисквит потом у нас хорошо поднимался. Отставлю пока белковую массу в сторону и взбиваю желтки. Добавляю туда весь оставшийся сахар порциями, взбиваю желтковую смесь примерно около 3 минут, до побеления и пышности. Когда желтки все взбиты, я добавляю туда 60 грамм растительного масла без запаха и 90 миллилитров молока комнатной обязательной температуры. Все это просто перемешиваю на данном этапе, ничего уже дальше не взбиваю. Бисквит этот готовится очень просто. Получается с первого раза, всегда получается этот бисквит. Кто еще не научился печь классический бисквит, очень советую приготовить вот такой шифоновый бисквит. 240 грамм муки просеиваю в массу и также просеиваю туда 10 грамм разрыхлителя. Все это просто перемешиваю венчиками. Ничего не взбиваю, просто до объединения массы. Белки бережно, круговыми движениями, порциями ввожу уже в желтковую смесь с мукой. Вводятся белки на данном этапе гораздо быстрее, если бы мы муку туда потом вводили. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Форма кондитерская 22 сантиметра в данном случае у меня. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне примерно 45 минут. Все будет зависеть от вашей духовки. Бисквит испекся, проверяю его для вас деревянной шпажкой. Она выходит сухая и чистая. Сейчас переворачиваю его на решетку дном вверх и даю ему в таком виде остыть до комнатной температуры. Как только он у меня остыл до комнатной температуры, вырезаю его сразу из формы и убираю его в таком виде, опять же, дном вверх, отлежаться в холодильник, хотя бы на пару часов. Не нужно ему давать отстаиваться там ночь, как классическому бисквиту. На 1,5-2 часа достаточно убрать, чтобы он хорошо просто у нас нарезался. Убираю его. И сейчас буду готовить сразу клубничную начинку. 20 грамм сахара, 15 грамм кукурузного крахмала, 30 миллилитров холодной воды, все перемешиваю, 180 грамм клубничного пюре без сахара. Я просто здесь пробила блендером замороженную клубнику. Добавляю туда всю крахмальную смесь, перемешиваю и иду уваривать на плиту всю эту смесь. На умеренном огне при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довожу до кипения. Когда пойдут вот такие первые пузыри, провариваю примерно 30 секунд. Снимаю с огня, переливаю сразу в ту емкость, где у меня масса будет остывать до холодного именно состояния, не до комнатной температуры. Накрываю пищевой пленкой в контакт и убираю остывать. Бисквит у меня отлежался в холодильнике. Я его нарезаю сейчас на 4 коржа. Вы можете здесь нарезать всем, чем вам нравится. Я нарезаю по обыкновению кондитерской струной. Шапочку от бисквита ни в коем случае не выбрасываем. Она нам понадобится в качестве обсыпки для торта. Я ее потом измельчу и посыплю боковину тортика.
я растопила в микроволновке 100 грамм темного шоколада 50% какао и 100 грамм сливок не менее 33% жирности, холодных добавляю туда. Перемешиваю, получается вот такой ганаш, и уберу пока на несколько минут в холодильник. 300 мл сливок для взбивания не менее 33% жирности, холодных, 16 грамм ванильного сахара, 250 грамм творожно-сливочного сыра, 70 грамм сахарной пудры и 250 грамм также холодного сыра маскарпоне. Взбиваю все это до пышности и устойчивости. Крем этот всегда получается сырный, очень удобно им работать. 400 грамм крема отложила в отдельную миску и добавила туда 1 чайную ложку ванильного экстракта. И все просто перемешиваю. У ванильного крема должен быть очень такой стойкий ванильный аромат, как у ванильного мороженого. Поэтому дополнительно добавила ваниль. 300 грамм крема добавляю туда весь шоколадный ганаш и взбиваю также до пышности. Взбивается очень хорошо, потому что масса уже охлажденная, шоколад темный, все должно сразу получиться. Перекладываю тоже в кондитерский мешок. И вот эти кондитерские мешки уже с готовым кремом также уберу на пару минут в холодильник. У меня просто очень жарко в помещении, поэтому все лучше сразу убирать в холодильник. В оставшийся крем я добавляю всю клубничную смесь. И сейчас просто взбиваю до объединения и пышности. Сильно устойчивым именно клубничный крем у нас не будет, он и не должен быть. Он у нас будет находиться в серединке между этими начинками шоколадной и ванильной. И этого достаточно. Перекладываю также в кондитерский мешок и начинаю сразу сборку торта. Пропитываю просто молоком, примерно 200 мл молока здесь понадобится. И выкладываю вот в таком виде начинки. Из кондитерского мешка отсаживаю 2 полосочки шоколадного крема с края. Обязательно шоколадный крем должен быть с края, чтобы торт был устойчивым. В центр отсаживаю светлый крем вот таким образом и оставляю полосочку для клубничного крема. Видите, она неустойчивая, это клубничная масса, но это нормально. Все будет очень вкусно и красиво выглядеть в разрезе после стабилизации в холодильнике. Шоколадного крема сразу не наносите много, чтобы вам хватило на все последующие коржи. Клубничного крема здесь как раз идеально хватит на все 3 прослойки, потому что он не такой пышный, как остальные 2 вида крема. Его просто невозможно взбить до пышности, до такой. И вот таким образом сейчас собираю весь торт. Накрываю тем коржом, который у нас был дном при выпекании. Обязательно его также пропитываю. И уберу сейчас буквально на 1,5 часа в кольце в кондитерском этот торт в холодильник. Я также убирала оставшийся светлый крем в холодильник. И после холодильника выравниваю такое очень элементарное выравнивание остаточками светлого крема. Делаю этому тортику. Крем у меня замерз в холодильнике, но это нормально, потому что жара экстремальная. И лучше, чтобы, конечно же, каждый крем хранился в холодильнике. Столбики отсаживаю из светлого крема на боковины торта, буквально по 10 сантиметров расстояние между каждым столбиком, чтобы крема хватило как раз на выравнивание, такое элементарное. Крем хорошо держит форму, он холодный. И уже вот этот шоколадный крем, он как бы держит основную базу, то есть никуда торт не растечется. Измельчила шапочку в измельчителе от бисквита и уже посыпаю ею тортик. Сверху использую шоколадно-сахарную посыпку и также вот такие обычные сахарные посыпки в виде сердечек, чтобы подходил под цвет начинки. Нарезается, вы видите, как прекрасно торт, нежнейший, просто тающий во рту торт. Вот такой красивый он получается в разрезе. На какие бы мелкие кусочки мы не разрезали его, все равно в каждом кусочке прослеживаются все 3 вида крема, как и в неаполитанском мороженом. Очень вкусный. Если вы будете готовить этот торт для детского праздника, шоколад я вам советую брать не темный, а примерно до 40% какао, молочный шоколад. Но вообще в классическом варианте этого мороженого используется именно темный шоколад, чтобы именно шоколадная часть была такая насыщенная, очень шоколадная. Торт прекрасно надламывается вилкой. Нежнейший здесь бисквит.
Показываю, какой он нежный, вот такой на разрезе. Он не превращается в кашу, каждый слой прослеживается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.